Всем привет! Кияночные мастера из Уссурийска снова с вами. На ремонте у нас очередной лодочный мотор под капитальный ремонт. В принципе, другого у нас и не бывает. Yamaha 9.9D. Мотор 92 года выпуска. На шильдике это указано. Yamaha 9.9D, длина ноги L. Владелец его приобрел и привез для того, чтобы мы укоротили ногу. Но попросил еще покрасить, однако насчет покраски потом передумал. И вот почему. Мы начали его проверять. На верхнем цилиндре компрессия была 7,5 кг, а на нижнем цилиндре 10,5 кг. В редукторе была вода. Обратили внимание, что здесь отломан выступ. Это для того, чтобы класть мотор на эту сторону. Когда мы запустили двигатель, мотор очень сильно шумел. Ну а прежде чем мы продолжим, хочу посоветовать вам YouTube канал Дениса Абударова ProStore. Денис занимается ремонтом и обслуживанием снегоходов, квадроциклов, гидроциклов, трициклов, в общем всей техникой BRP. Работает с 2003 года. Его мастерская находится в городе Пермь. Переходите и подписывайтесь к нему на канал по ссылке в описании. Мы предложили его разобрать и посмотреть, что же там шумит. Вот такое состояние было под мотором, но в принципе это нормально, это не удивительно. Такое мы видим уже не в первый раз. Здесь уплотнительные колечки на охлаждение под замену. Здесь вообще какое-то колечко нестандартное. Самое главное, что глушитель не прогорел, потому что на этих моторах иногда прогорает глушитель и, значит, приходится что-то с этим делать. Вот здесь разложено все, что нужно показать. Разобрали двигатель, увидели задиры. Задиры на нижнем цилиндре с одной и с другой стороны. А на верхнем цилиндре там была компрессия 7,5 кг. Здесь вообще кольца залегли. И вот так все задрано. По внешнему виду блока было понятно, что был перегрев. Для того, чтобы снять головку блока цилиндров, нам пришлось хорошенько нагреть блок. Но все равно, как вы видите, некоторые болты не получилось выкрутить. Мы их сломали, пришлось просверлить на толщину головки. И только тогда мы смогли снять головку блока цилиндров. В гильзах тоже задиры, необходимо растачивать оба цилиндра в ремонтный размер. Хорошо, что рубашка гильзы не повреждена, это самое главное, иначе пришлось бы менять блок. Канал для слива воды забит. Может быть, это и было причиной перегрева, не знаю. Сняли крышки выхлопа, потому что здесь был залом, который сделали не мы, а мотор уже приехал к нам с этим заломом. Поэтому, чтобы не поступала вода в из рубашки охлаждения в камеру сгорания, так как здесь крышка не прижимается, вода могла поступать из рубашки охлаждения в один цилиндр и во второй цилиндр. Можно даже посмотреть, что там почему-то вот это место чистое, как будто мытое. Может быть, вода и поступала. Все подшипники коленвала мы будем менять полностью на новые. Будем менять как шариковые подшипники, так и шатунные вместе с шатунами и с пальцами. Будем менять сальники коленвала. Они вообще здесь не держат абсолютно. Как верхний сальник, так и нижние сальники. Кстати, мотор, скорее всего, топился. Вот по состоянию катушек это видно. Ржавчина. Значит, полностью требуется капремонт двигателя с расточкой, заменой всех подшипников. Нужно будет высверливать вот эти все заломы. Нужно будет шлифовать головку блока цилиндров. Чистить рубашку охлаждения. И только тогда мотор можно будет привести в порядок. Что касается редуктора. В редукторе была вода, поэтому в редукторе все подшипники также под замену. Грибной вал искривлен, он имеет биение.
И вот здесь, где работает игольчатый подшипник, есть раковины от коррозии. И точно такие же раковины присутствуют и на вертикальном валу. Вот это следы коррозии, была вода. Вот здесь в этом месте работает втулка, поэтому страху нет. Вертикальный вал менять мы не будем. Ничего страшного, если втулка будет работать по валу с такими раковинами. Тем более этот вертикальный вал, он старого образца. Здесь находится стопорное колечко, а не гайка, как на более поздних моделях. И это непонятно, почему шестерни прямозубые, если это модель 9.9D. Я так полагаю, что редуктор от старой модели 9.9C был установлен на мотор 9.9D. По шлицам коленчатого вала они одинаковые. Вот такая здесь выработка от сальников вертикального вала. Но мы будем укорачивать вертикальный вал, поэтому ничего страшного, это обрежется и нарежутся новые шлицы. А внутри редуктора они отличаются как шестеренками, на новом моторе они уже косозубые, так они отличаются валами и тем, что вот здесь внизу находится втулка скольжения, а не игольчатый подшипник. Также вот эта трубочка тоже другая у них. В общем, есть некоторые отличия. Ну вот водяная помпа у них одинаковая. Водяную помпу тоже надо будет заменить. Здесь выработка. Крыльчатку видно, что меняли. Она в хорошем состоянии. А вот здесь выработка в стакане и в пластине. Может быть, это и было тоже еще одной причиной перегрева, что на ходу пропадало охлаждение. Вот здесь был такой болт ржавый, который сломался. Это нужно будет тоже все это вынимать, ремонтировать. В редукторе обойма грибного вала была на герметике. Вот герметик здесь остался. Сломано одно ушко. Это ушко сломанное поставили сюда и закрепили на два болта. Просто закрепили, чтобы лишь бы держалось. Ну, в принципе, это работало, но вот вода все равно в редуктор попадала. Попадала она через сальники вертикального вала. Они здесь убитые. И вот эта пластина основания помпы тоже под замену, потому что она почти сгнила. Сальники вытащатся и не останется посадки для сальников. Придется менять. Меняем также обойму грибного вала. Не будем наваривать. Раньше мы наваривали эти ушки, но это потом нужно обрабатывать. Проще и эффективнее просто заменить эту деталь, тем более стоит она недорого. Хорошо, что есть китайские запчасти. В общем, в принципе, все делается. Все запчасти есть. Шестерни тоже пострадали из-за воды. На них раковины. Но шестерни еще поработают. Мы их менять не будем. Будем менять только все самое необходимое. Тут и так получается очень неплохая сумма. Владелец хотел укоротить ногу и покрасить этот двигатель с полной разборкой. Но насчитали мы полный капремонт вместе с покраской и разборкой 110 тысяч. И от этого владелец отказался. Да и в принципе правильно. Новый мотор стоит 140 тысяч Yamaha, а китайский мотор стоит около 90 тысяч. Поэтому мы предложили владельцу разные варианты. Он еще просил увеличить мощность этого мотора. А чтобы увеличить мощность, необходимо заменить карбюратор полностью. Здесь диаметр диффузора 14 мм, а у мотора 9.9D здесь будет диаметр 15. Но в любом случае необходимо, чтобы был диаметр 18 мм. Эти карбюраторы мы не переделываем, например, как у Suzuki 9.9 до 15, потому что не получается. Есть несколько вариантов карбюраторов, мы пытались переделывать, в итоге мотор не едет. Поэтому карбюратор мы только предлагаем заменить в сборе на новый китайский карбюратор для 15D.
И клапаны тоже необходимо отогнуть до зазора 6 мм, а здесь сейчас зазор 2 мм. Но желательно вот эту деталь заменить, потому что уплотнения уже отжаты. Здесь будет пропуск воздуха, подсос воздуха. Поэтому вот эту деталь тоже предложили заменить. Хотя, в принципе, мы могли бы просто отогнуть клапаны. В итоге владельцам было принято решение откапиталить мотор полностью, мотоголовку, редуктор, укоротить ногу, но красить мы его не будем. В редукторе отколот кусок втулки вертикального вала. Значит, эту втулку нужно будет оттуда вынимать и изготавливать новую втулку. Потому что приобрести эту втулку уже нельзя. Она снята с продажи, снята с производства. А поставить игольчатый подшипник вместо втулки тоже не получится, потому что там отличается этот диаметр наружный. И таких проблем здесь еще очень много. Когда мы только начали проверять мотор, мы обратили внимание, что накручен винт холостого хода очень сильно. Он и сейчас накручен, потому что дроссельная заслонка вот настолько открыта. Это говорит о том, что в моторе нет нормального холостого хода. По какой-то причине. Либо это из-за того, что попадала вода в камеру сгорания, либо это из-за разной компрессии, может быть из-за грязного карбюратора или из-за какой-то поломки в карбюраторе, я не знаю. Но понятно, что мотор уже пытались ремонтировать. Это видно как по сальникам, которые установлены пружиной вовнутрь. Кстати, тут еще вот трубка замята. Может быть, поэтому не хватало охлаждения, потому что здесь она заужена очень сильно. Кто-то ее замял прям. Вот как выглядит прокладка головки блока цилиндров. Она прогоревшая от перегрева. Здесь вот эти колечки установили одно на другое. А здесь вот такие ручки от ветерка или от Москвы, я не знаю. То есть мотор уже ремонтировали, пытались восстановить, но что-то не получилось. О целесообразности этого ремонта можно говорить долго. Я знаю, много кто напишет в комментариях, что мы в очередной раз развели клиента на деньги, впарили ему древнюю бэушную Ямаху, хотя за эти деньги можно было бы приобрести бэушную Ямаху 2018 года в отличном состоянии, только что прошедшую обкатку. Вон все Авито завалено этими Ямахами, только почему-то, когда приезжаешь за Ямахой, начинают впаривать китайские Микацу или Шармаксы. Мошенников много, конечно, речь не об этом. Клиент согласен, мы делаем. Мы можем отдать это все в коробке, в мешке. Мы произвели дефектовку, мы оценили внутреннее состояние, мы сказали, что необходимо делать, чтобы восстановить этот двигатель, а клиент уже сам решает, что ему делать. Сначала хотел покрасить, потом отказался. Да, без проблем, нам даже проще. Вообще, если говорить об этом моторе 9.9D, сама модель, она очень хорошая и очень надежная, но правда не в таком состоянии. Если этот мотор вам попадется в хорошем состоянии, с хорошей компрессией, чтобы не шумели подшипники, чтобы в редукторе не было воды. Он абсолютно ничем не хуже, чем мотор 9.9F или 9.9G. Хоть эта модель и постарше, она никак не уступает ни по надежности, ни по ремонтопригодности. Поэтому можно рассматривать, но чтобы было хорошее состояние. С другой стороны, ремонтируется все, что 9.9D, что 9.9F, запчасти на них есть. Можно поставить китайские запчасти, можно поставить японские. Если что, обращайтесь, мы подскажем вам по запчастям, кому это нужно. А мы приступаем к разборке, будем укорачивать ногу, будем ее пилить. Снимаем ногу для укорачивания. Сейчас сняли поддон и увидели здесь самодельную трубку охлаждения с намотанной изолентой. Вот так пытались побороться с перегревом. Искали всякие разные варианты. Здесь почему-то столько нагара. Или это грязь. Здесь окисление.
Этот мотор, короче, я, получается, купил комплект, лодку с этим мотором. В общем, мне обошлось 50 тысяч рублей. Все, за все. Вычесть цену лодки 25-30 тысяч рублей. Как мне объяснил продавец, он перешел на другой профиль и купил себе лодку RIP. Вот, там, соответственно, движок уже другой туда, помощнее все у него, все хорошо. И этот мотор у него, он говорит, он в идеале, он прям резвый, все хорошо с ним, говорит. Он у него просто простоял там 4 года в гараже, он им не пользовался. Как он мне говорил, максимум там что нужно будет сделать, это почистить карбюратор. Возможно, там колечки, говорит, поменять, говорит, и он, говорит, будет еще бегать и бегать. Вот почистили эту поверхность, там где посадка резинового уплотнения, обойма грибного вала. Посмотрите, какая получилась красота, какие узоры. Очень красиво получилось. В общем, владелец будет сейчас решать, либо менять корпус редуктора, либо мы собираем на этом корпусе и также обмазываем все герметиком. Здесь очень глубокие раковины, которые будут пропускать, если посадить без герметика. Особенно вот эта яма. Редуктор Yamaha 100. Расточили блок в ремонтный размер. Обрабатываем окна гильзы. Все заломы высверлили. Резьбу восстановили. Сейчас будем подваривать головку блока цилиндров в некоторых местах. Там, где разрушился алюминий. И шлифовать ее. Она кривая после перегрева. Был разобран коленчатый вал и заменены все подшипники. Все 3 шариковых подшипника, все шатуны, шатунные подшипники и пальцы. Коленвал отбалансирован, биение в допуске. Для сборки мы используем вот такой ремкомплект двигателя. Здесь все сальники, все прокладки, все, что необходимо. Шлифанули головку блока, сам блок. Остались раковины, которые уже не выведутся. Их мы будем закрывать герметиком. Головку блока будем сажать на герметик, двигатель тоже на герметик, так как здесь такие раковины. Владелец принял решение собрать редуктор в другом корпусе. Это бэушный корпус, который стоил 3000 рублей. Правда, здесь заломы остались после предыдущих владельцев, которые нужно будет высверливать. Но зато этот корпус в гораздо лучшем состоянии, чем родной. Здесь нет раковин, нет такой коррозии. Отломана пластина, но с этим мы ничего делать не будем. Это ни на что не влияет, не будем даже подваривать, оставим так. И были приобретены все необходимые запчасти. Пластина основания помпы, новый грибной вал, ремкомплект редуктора, все сальники, все резинки и прокладки. Ремкомплект водяной помпы вместе с корпусом и всеми прокладками помпы, а также обойма грибного вала, которую сломали. Причем обойма Тайвань такого хорошего качества, что если бы не эта надпись Omax, то от оригинала ее просто не отличить. Мы изготовили специальную втулку под этот корпус. Это корпус уже от Yamaha 9.9D, в который должен устанавливаться игольчатый подшипник. Но так как игольчатый подшипник по вертикальному валу
работать не будет, так как вертикальный вал в очень плохом состоянии. И чтобы немного сэкономить, не менять, была изготовлена эта втулка. Наружный диаметр равен наружному диаметру игольчатого подшипника. Эту втулку в продаже не найти, потому что размеры эксклюзивные, специально под вертикальный вал. Мы заварили ступеньку на поддоне и увидели, что немного прогорел глушитель. А так бывает на этих моторах. Тоже подварим. Попробуем подварить. Собрали моторчик, поставили. Сделали сюда кронштейны для коммутатора и для катушек. Потому что здесь катушка была закручена к блоку, коммутатор тоже к блоку. И итоговая стоимость всего ремонта 90 тысяч рублей. Представляете? Ремонт по цене бэушного мотора. Заменили карбюратор, увеличили мощность до 15 сил, укоротили ногу. Ногу при укорачивании мы красим, редуктор не покрасили. Необходимости в покраске редуктора и всего мотора нет. Yamaha нам подарила очень хорошую смазку, водостойкую, Ямалюб. Сейчас мы смажем мотор и будем уже начинать обкатывать его. Такая смазка синяя. Обкатаем его первый час, отдадим владельцу, будет уже обкатывать сам на воде. А это смазка в тюбике. Точно такая же синяя. Будем пользоваться. Запускаем мотор. Ручки от ветерка решили оставить. Они очень надежные. С подвеской вообще ничего не делали. Она в хорошем состоянии. Заменили только вертикальные втулки. Зажигание настроили. Зажигание регулируется очень легко. Вот здесь флажок. Выставляем напротив стрелки. Смотрим, сколько получается на холостых. На холостых получается 5 градусов в раннюю. А если мы даем полный газ, то мы можем посмотреть, какое опережение будет на полном газу. И все это без стробоскопа. Совмещаем флажок со стрелкой и видим, что 30 градусов на полных оборотах. Все, зажигание отрепетировано. Закрываем заслонку. Так. Чуть-чуть газу даем. Залил. Пошла контролька. Смесь обкаточная. Даем прогреться. Отлично работает, как новый мотор. Внутри новый. Снаружи, правда, не очень. Главное то, что внутри. Прекрасный мотор получился. Сильно газовать не будем. Но мы уже запускали, если честно, за кадром. Это не первый запуск. Поэтому он уже обкатан. Поставили кнопочку с чекой безопасности. Все, что обговаривалось, все сделали. Владелец доволен. Еще раз запустим.
как там говорят, боится шнура, боится ключа. Поставили сюда термостат. Мотор работает в своем температурном режиме. Прибор на 10 градусов врет. Мотор сейчас прогрет. И получается сейчас около 65 градусов температура. А температура крышки выхлопа получается вот где-то около 40. Давай. Все, стоп. 10. Верхний цилиндр. Ну и вот компрессия по 10 на обоих цилиндрах.